И давайте, наверное, попробуем. Он меня держит прекрасно. Я как в домике сижу, черепаха. Ой, 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 ой. Всем привет, дорогие друзья. Очередное видео на канале. В сегодняшнем выпуске хочу протестировать спасательные жилеты. На тесте у меня будет 3 разных спасательных жилета. От самого дешевого до дорогого, который сертифицирован. То есть по всем правилам он шит, там все на нем есть. Вот, и показать вам. А показать хочу как. На улице 32 градуса, как бы можно было одеть шорты, майку, да, но вот я оделся вот так, поскольку ну, в летнее, весеннее время, там, да, начало осени, как бы еще не сильно холодно, то есть, ну, где-то примерно мы одеемся на рыбалку так. И хочу вот в этой одежде каждый из жилетов протестировать, да, посмотреть, как будет себя вести самый дешевый жилет и самый дорогой, и нужно ли, допустим, брать жилет с запасом по весу, и потом провести такой тест, одеть на себя побольше уже такой теплой одежды, поскольку самая рыбалка начинается поздней осенью, да, и посмотреть, как будет себя вести жилет уже с одеждой, то есть с большим весом. И еще раз повторюсь, нужен ли жилет брать с запасом, поскольку много знаю, кто берет жилет чисто для галочки, там самый дешевый, да, ну а кто-то относится к этому серьезно и берет хороший жилет. Но бывают такие случаи, что берут жилет только под свой вес, да, но при этом потом, когда наступает осень, берут же этот жилет и одеют, как бы, да, для страховки на себя, но уже, соответственно, одежды больше, соответственно, вес увеличивается. Если, не дай бог, да, там произойдет несчастный случай, там вывалимся там за борт, конечно, не дай бог, чтобы такого случалось, чтобы спасательный жилет был, соответственно, немножко с запасом и сохранил нам жизнь до прибытия помощи. Так что предлагаю вашему вниманию провести эксперименты. Возьму с собой экшн-камеру, тоже будет со мной в воде. И да, друзья, если данное видео вам понравится, поддержим лайком, напишем комментарий. Ну а мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, как я вам говорил, сегодня будет у меня на тесте 3 жилета. Вот это такой самый дешевый жилет. Это мой первый жилет. Да, не буду кривить душой, покупал его в Беларуси еще, когда у нас 1000 были. Ну, по старым деньгам что-то выходило там 50 тысяч белорусских рублей. Жилет ни о чем, вот можете посмотреть. Очень тоненький, там внутри одна пластиночка заложена, получается. Ну, он уже такой весь скомканный, не знаю, даже может и не выдержит меня просто без одежды вес. Ну вот, будем с него начинать. Второй жилет у меня на тесте предоставил человек, сказал, брал тоже для галочки там. Ну, не знаю, уже он немножко по качеству лучше, по цене вроде 20 белорусских рублей сейчас стоит, там 2 пластинки тоже заложено. Вот, ну уже как бы есть 2 шлейки. Воротник есть тоже. Это все попозже протестируем, посмотрим. И вот этот новый жилет мой приобрел в этом году. Есть, получается, воротник под голову. В кармане есть свисток. Вот, можете видеть, получается, протокол испытаний есть. Все ГОСТ. Вот. Брал я, получается, по своему размеру. Также вот можно здесь увидеть, есть вот размеры, на сколько килограмм где. Ну вот я брал эльку себе 70-90 килограмм. То есть мой вес где-то около 70 килограмм, там чуть может больше. Ну, соответственно, 70-90, то есть получается с зимней одеждой, я думаю, где-то в 90 мы выйдем. То есть вот с запасом, получается, жилет взял и на лето, и на осень. Летом он мне не великоват, как бы ничего. Ну и на одежду, на осеннюю, я думаю, тоже налезет. Но здесь он сделан добротно. Есть шлейки дополнительные снизу под ноги, чтобы как бы не выпрыгнуть жилета. Мы, кстати, попробуем и с ними, и без, что они вообще дают. Ну, то есть ремни, застежки, молния добротная сделана.
И тут, видите, под спину сделано, а снизу просто идет ткань. Это удобно тем, что когда мы рыбачим в лодке, вот этот жилет, который был второй, я показывал, вот этот, мы будем сидеть, он будет как бы, ну, подпирать нам под горло, неудобно сидеть, а этот как бы обволакивает нашу как бы талию, да, и будем комфортно рыбачить. Единственное, не знаю, друзья, что вот это, может кто знает, вот это 100N, что это, может еще там максимум 100 килограмм, не знаю, хотя в инструкции там, да, написано Элька 70-90 килограмм. Ну, тут написано, как пользоваться, как стирать, но это не важно. Так что предлагаю приступить к тесту. По звуку, может быть, немножко будет хуже. Петличку я сниму, отдам оператору. Вот. И проведем тест. То есть сейчас как бы вот в летней одежде, да, вот в горке, как вот, допустим, мы будем рыбачить весной, летом, и не дай бог, если вывалимся, вот посмотрим, как будут вести себя эти жилеты. После этого я дополнительно одену, как и говорил, зимнюю одежду и попробуем вот в зимней одежде. И подведем итоги. Ну все, приступаем к тесту. Берем самый дешевый жилет. Да, покупал, еще раз скажу, для галочки в свое время. Тут какие-то есть, получается, эти петли, не петли, а стропы эти, да, чтобы обхватить нашу талию. Но тут тоже получается, они поломались от времени. Материал, вот, смотрите, как скрутился. Сейчас я оденусь, и мы сделаем включение, чтобы не терять время. Ну что, друзья, вот как-то вот так выглядит этот жилет. Для галочки мой, да, когда был он вообще скрученный. Ну, как-то закутался я тут, получается, вот. Ну и сейчас буду погружаться в воду и посмотрим, выдержит ли он меня хотя бы вот в этой одежде. И сделаем какой-то вывод. Так что сейчас беру свою камеру, включаем и воду. Поехали. Ну, с Богом. Опа. Ну, что я могу сказать? Что-то держит, ну. Но я уже начинаю... Ну, смотрите. Он меня держит, но тяжеловато держаться на воде. Он, видите, весь топорщится. Сейчас лягу на спину. Ну, держит, но я не знаю, насколько он долго продержит меня. Ну вот смотрите, друзья, да? Не, он меня переворачивает. Все, я погружаюсь. Ну здесь еще мелко, да, но нет. Жилет, конечно, ни о чем, друзья. Вот, смотрите, ну сколько я продержусь на воде, допустим? Да нисколько. Минут 5-10 от силы. Давайте посмотрим, что под водой. Ну вот вы можете видеть, да, вот как топорщится все. Вот он покупался для галочки в свое время. Ладно, друзья, не будем больше тратить время. Короче, этот жилет ни о чем. Так что самые такие дешевые, с одними пластинками или там непонятно с какой подкладкой, что там внутри используется, не берите лучше. И да, друзья, забыл добавить, что это здесь мелко, такая спокойная обстановка, да, а если мы где-нибудь, не дай бог, там выпадем с лодки или там что-то с лодкой случится, это же все равно стресс, паника будет, да, можем и захлебнуться в этом жилете. Ой, водяной. Так что, друзья, жилет ни о чем, можно его выбросить. Второй, друзья, на тесте жилет предоставил мне его человек. Сказал, бери, даже будет самому интересно посмотреть. Тоже покупал для галочки как бы его, но не знаю. Как бы тут две пластинки заложено. А что за материал ложит? Если кто знает, напишите в комментариях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что там вообще используют. Ну, я даже сам посмотрю.
Ну, по жилету могу сказать, уже, конечно, он получается, вот можете посмотреть, как бы, и по моему размеру, можно так сказать, по телу, как бы, да, 2 пластинки, повторюсь, материала этого заложено. Вот. Но нету подноги этих строп, как правильно, фиксаторов, страховки. Когда в воде без этих строп мы можем, вот, я сейчас залезу, он, скорее всего, поднимется кверху. Это тоже плохо, поскольку если экстренная ситуация, не будет сильно есть хорошо, барахтаться там тоже. Ну, давайте посмотрим. Вот, друзья, смотрите, о чем я и говорил. Смотрите, как вот он у меня, вот. Он уже у меня, вот. Я как в домике сижу, черепаха. Ой, 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 ой. И дна уже нет. Вот смотрите, да? И вот если я руки поднял, он уже... Сапоги тянут ко дну. Уже... Вот. Вот видите, я уже... Еще немножко, и он бы у меня выскочит. Но поскольку вот эти есть 2 ремня фиксатора, и я их подзатянул, они не дают. Но он, смотрите, вот где у меня. Вот уже где. На уровне груди. Поэтому, что я хочу сказать по этому жилету, наверное, сейчас еще раз я спрыгну. Держит, да, мой вес. То есть и в летней одежде, вот если будем рыбачить, но он поднимает сразу. Сильно мы долго на воде не пробудем. Ну, может быть, если кто рядышком, только что подстрахует. Вот. Так что давайте еще раз. Наверное. Вот воротником лягу. Вот. Если буду лежать. Какое небо голубое. Нет, друзья, ноги тянут ко дну в сапогах. Ну нет, друзья, некомфортно, сразу скажу. Для галочки, да. Если, допустим, кто-то скажет для меньшего веса, для ребенка, ну, он вообще тогда выпрыгнет. Смотрите, почти я выпрыгиваю с него, да? Ну, держит. Для детей, если брать жилет, там свои специально, они тоже с хвостом идут. Вот как я вам показывал свой. Там тоже страховки дополнительные. Так что если для галочки, да, ну можете взять, чтобы не платить штраф, да. Ну он стоит где-то около 20 рублей, вот этот жилет, 20-25, да. Я вот за свой дорогой, сейчас я буду делать обзор-тест на него, да, дальше отдавал 35 рублей, и я считаю, добавить 10 рублей, там 12, если там, ну в зависимости от цены, я не буду говорить, сколько он точно стоит, но около 20 он говорил. Я думаю доплатить, но уже спокойно знать, что у тебя хороший жилет. Вот, так что давайте еще раз, наверное, спрыгну. Хотя нет, друзья, если в этом жилете именно сгруппироваться перед экстренной ситуацией и сделать, как я, вот так, лечь на спину, но может быть продержимся до подмоги. Но все равно он у меня возле груди, как я показывал. Но мой вес в 70 с лишним килограмм, плюс одежда, будем говорить, где-то 80, он держит. Но карабкаться в нем. Так что, если формат видео вам понравился, буду признателен вам, если поддержите комментарием, лайком, дизлайком, подпиской. Стараюсь для вас. Вот. Ну и самому, конечно же, интересно, чтобы вы знали, что на жилете не нужно, друзья, экономить. Жизнь у нас одна. Вот. Поэтому делаю для вас ролик. Ну а у нас на тесте следующий, 3-й жилет. Ну что, друзья, на тесте у нас 3-й жилет. Уже получается все ГОСТы, сертификаты. Есть вот эти ремни, которые под ноги одеются, для того, чтобы не выскакивать, как получается
тех жилетах, как я показывал. То есть сейчас я оденусь, как оно и должно быть по правилам. И потом в следующий раз сниму эти ремни, точнее в воде сниму их и покажу, что произойдет с жилетом. Вот. Конечно, может быть, для честноты эксперимента нужно было постоянно сухую одежду, да, брать. Ну, какая разница, все равно бы я ее мочил постоянно. Вот, поэтому, наверное, сильно смысла не вижу. Вот. Я просто хочу донести и показать, что ну, не нужно экономить на жилетах. Вот. Да, как бы мы, получается, не вели себя хорошо на воде, все равно жилет должен быть на всякий случай, но не дай бог, конечно, оказаться за бортом где-то, особенно в холодную воду попасть. Там жилет не поможет, там уже сразу просто от переохлаждения можно умереть. Вот, но если рядом есть где-то лодки, есть шанс, что найдут, вытянут, там достанут. Вот, друзья, я оделся, вот так выглядит жилетик, свисток, вот эти стропы, которые не дадут нам жилет поднять под подголовник. Вот. И давайте, наверное, попробуем. Ну что, вперед. Как я не знаю даже начать. Наверное, начнем вот так. Ну вот, друзья, в этом жилете я чувствую себя, честно сказать, комфортно, не нахваливаю. Он меня держит прекрасно. То есть ноги у меня были в воде, не тянули ко дну. Есть свисток. Позвать на помощь. Вот, свисток интересный. Друзья, вот так. Позвать на помощь. Вот. И давайте сейчас я отплыву. Так, найду эти стропы. Все, друзья, я стропы, получается, эти застежки, как их правильно, тоже напишите, если кто знает. Все, я отстегнул их. Сейчас я вам покажу, вот они, я их отстегнул. И покажу, как без них будет. Вот, все, друзья. Вот, тогда вы видели, я прыгнул, да, назад. Так, кепочку возьму. Я лег, и у меня ноги были вот так, над водой. Сейчас они тянут ко дну, и вот, видите, тоже поддавливает на шею. Меня переворачивает на живот, и видите, я захлебываюсь, если я плыву. В том случае, когда я плыл на спине, вот так, то есть можно спокойно дышать было и ждать помощи. Ну вот, друзья, вот так он подпер мне, получается тоже жилет. Я начал переворачиваться на живот, и некомфортно было. Так что, наверное, давайте я не буду вылазить накладку. Подведем итоги, что в этом видео, получается, из 3 жилетов могу рекомендовать этот, сертифицированный. Ссылочку на этот жилет, где приобретал, я оставлю в описании. Неплохие жилеты, это белорусского производства. В России тоже смотрел, каналах их хвалят. Ну, если, конечно, вам хотите быть уверены, что у вас немножко жилет подстрахует, не дай бог, конечно, воспользоваться им, то покупайте хороший, сертифицированный, не экономьте. Ну а эти 2 жилета, которые я брал, ну они действительно для галочки. Один вообще копейки стоит, второй подороже. Вот, как бы да, держит, но находиться в воде некомфортно. Будем барахтаться, будем захлебываться водой. Сейчас иду одевать зимнюю одежду и будем пробовать опять же вот эти жилеты в зимней одежде. Поехали! Ух ты! И впечатление, что он уже получше. Быть подтянут вас ко дну. Этот жилет
тащит. То есть он запасом взят. И берегите себя.